Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Уже есть возможность подать годовой отчет в налоговую за 2021 год. И я хочу дать несколько важных типов для того, чтобы не переплачивать налоги и битох леуми. Как известно, в Израиле очень и очень много людей, в том числе и индивидуальные предприниматели, переплачивают налоги и битох леуми. Вот. И каким образом этого не делать? Прежде всего, начнем то, что касается затрат. Вот. Затраты, естественно, уменьшают налоговую базу для подоходного налога. Но и с другой стороны, то есть многие не знают об этом, что это уменьшает и налоговую базу для битох леуми. То есть существуют случаи, когда, скажем, человек не платит подоходный налог. Почему? Потому что его налоговые баллы, скажем, предоставляют ему скидку больше, чем он должен заплатить налог. Но при этом он платит битох леуми и, соответственно, затраты снижают его выплаты на битох леуми. Рой-хешбон является экспертом по затратам. То есть очень и очень важно, что действительно включить затраты, которые вы можете списать и которые вам полагается, причем включить все затраты. И с другой стороны, то есть, естественно, не включать то, что не является затратами, что может привести к очень и очень большим проблемам. Вот, поэтому, то есть, очень важно поговорить с вашим рой-хешбоном, действительно понять, какие затраты вы можете включить. Там, скажем, человек, если он работает из дома, то это может быть частично электричество, арнона, вот, если он пользуется машиной и так далее. То есть, на самом деле, не существует какого-то перечня затрат, а действительно рой-хешбон на основании своих знаний, он конкретно может вам сказать, что действительно является затратой, что не является затратой, и очень важно подумать и спросить. Значит, если человек платит налоги, я имею в виду подоходный налог, то очень важно проверить, что все моменты, то есть все скидки действительно учтены. То есть если что вы оле хадаш, что это действительно внесено в годовой отчет. Что если у вас вы откладывали деньги на пенсию или, например, керный штальмут леацмаим, то есть соответствующее разрешение, это называется ишур лимас. Вот. Опять же, если, предположим, у вас есть, вы платите машканту, то там есть битух хаим, страховка жизни, которая предполагает налоговую скидку. То есть то, что я вам рекомендую, особенно в случаях, когда действительно большой подоходный налог, то проверить действительно по пунктам с вашим рой-хешбоном, что все включено в годовой отчет, то, что предполагает все затраты, естественно, и все, что предполагает скидку на подоходный налог, чтобы не было ситуации, что вы что-то, соответственно, не включили, что-то было не учтено в вашем подоходном налоге, в вашем годовом отчете, и, соответственно, значит, вы переплатили налог, и, соответственно, вы переплатили битох леуми. Вот, и третий момент, который я хочу поговорить, о доходах. В годовом отчете нужно указать все доходы, которые у вас есть, то есть иногда люди забывают, и это приводит к проблемам, естественно, с налоговой, в том числе и проверки. То есть, если вы работали на нескольких работах или на одной работе, как наемный работник или ваш супруг или супруга работала, то нужно получить, естественно, бланк 106 с каждого места работы.
Вот, то есть, если у вас были другие доходы, скажем, от ценных бумаг, доходы от сдачи помещения и так далее и тому подобное, то все это должно быть учтено в годовом отчете, потому что если нет, то это может привести на самом деле большой проблеме. Вот. Еще раз я хочу сказать, что годовой отчет на самом деле это подведение итогов вашего года и с точки зрения доходов, и с точки зрения расходов, и с точки зрения, сколько вы в конечном счете заплатите подоходный налог и битох леуми, и поэтому очень и очень важно уделить этому внимание, проверить, спросить, поговорить с рой-хешбоном, действительно видеть, что все, что можно, оно учтено, и, соответственно, вы заплатите минимальный подоходный налог и минимальный битох леуми, то, что вам положено заплатить по закону. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. И шаббат шалом вам. Всего доброго.